4-ю неделю в Беларуси сморчковая Бум. среда. В этом году, конечно, благодаря ранней весне и волнам тепла, сморчков невероятное количество. И мы уже далеко не уезжаем, мы объезжаем все какие-то окрестные поля, они пошли везде. Объезжаем для чего? Потому что, конечно, молодые собираем, те, что постарше, берем, попробуем посеять в каких-то местах. И заметка на следующий год, где их искать. Вот, посмотрите, в общем-то, такая канава. Сейчас Валера просто пойдет и постарается снять. Они Прямо вдоль воды. Везде. Да, вдоль воды, над водой. Хорошо, что не под водой. Вот ты здесь стоял и малыша сбил, ты его даже не заметил. Ага. Их какое-то невероятное количество. Ну, извините, а вот смотрите, под деревьев торчат такие красавцы. Ну, эти огромадные переросточки соберем. Там на бугорке. Даже в саду разбросаем. Еще одна попытка будет. Видишь, один, второй такие. И так как в этом году сморчков очень много, и те, кто никогда не собирал, они тоже уже собрали, готовят. И у людей абсолютно разные мнения. Одни пишут, что ой, вы так распиарили этот гриб, ничего в нем особенного. Другие пишут, что спасибо огромное, такой вкусный гриб, не зря французы, там Европа, Америка, все их собирают. Есть самый простой способ, чтобы понять, все-таки ваш гриб или нет. Поджарьте его обычным способом на сливочном масле с лучком или же с чесночком, потушите в сливочках. Не надо каких-то сложных рецептов, а именно понять для начала вкус этого сморчка и определить, ваш он или не ваш. Потому что все грибы, абсолютно у каждого свой вкус. Каждый выбирает гриб для себя. Одним мне нравятся маслята слишком сопливые, другим мне нравятся лисички, потому что они резиновые. Точно так же и с сморчками. Попробуйте. Ну, давай лупить. Прямо вдоль воды растут. Здесь просто клондайк. Так, мне здесь нужно еще каким-то образом подобраться, да, под этими ветками. Ой, как они цепляются за все. О, блин. Да, добралась. Прям дорожка идет. Сморчковая. Конечно же, потом еще надо будет пройти в обратную сторону. Иногда они на тебя смотрят, а ты... О, здесь сколько. Смотри. А ты их не видишь, потому что угол не тот для зрения. Стоишь над ним и не видишь. Чуть-чуть сбоку посмотрел. Смотри, сколько здесь внизу. Да, да. Васильку возьмем. Ну, сегодня уже пошла 2-я сотня. Да, ну это и притом, что интересно, это буквально 5, максимум 10 километров от дома, где Валерий живет. За сморчками никаких можно не предпринимать дальних поездок, потому что они, ну вот эти большие мы тоже возьмем, но возьмем на рассаду. Это для фаршировки. Нет, это тоже все. Ну, прекрасно для фаршировки. Эти уже такие старички. Еще после дождя они некоторые попадали. Ну, вот этот мы здесь оставим. Эти крепыши, конечно, заберем. Так.
тоже, он, видишь, пошли туда. Да, и туда вот, на бугор. Сколько их здесь много. Да. Ладно. Будем работать. Мгм. А вот еще хотим показать вам одно интересное место. Здесь, видите, свалены сучьи, здесь шла вырубка леса. И довольно далеко до дороги, видите, вот, до лесной дороги, мы по привычке смотрели обочину, где складируют лес. Там очень-очень маленькие сморчки. И вдруг нам пришло в голову повернуть вот непосредственно сюда, вот на эти отвалы. Посмотрите, а здесь уже, во-первых, вот такие переростки, мы еще удивлялись. Это, конечно, все остается. Но посмотрите, сколько здесь. Это уже вот сорвали. Да? Вот, да. Мы заметили, мы вышли, подошли ближе, и у нас самый настоящий ступор. Вот где. Слушай, они в иголку лезут прямо. Да, они вот прямо здесь. И посмотрите, какого здесь замечательного качества. Сзади у тебя. Да, я вижу. Вот какие шикарные. Ну, шаг пару. Ты, Наташ, ты по ним идешь. Вот. У тебя Боже под ногами. мой. Ну как же это все заметить? Это тоже старенькие. И вот они даже растут в междурядье. Валер, вот еще. Смотри, какой огромный вон там. Ой-ой-ой-ой-ой. Там он откормленный. Слушай, мы здесь проезжали И неделю там назад. вот тоже вот здесь. Нам не пришло в голову здесь их искать. А вот сюда глянь. Сюда, Да. здесь. Вон Так, а огромные, посмотри, какие. В Какие? сучьях. Вот первое здесь. Вот здесь. Ну, этот мы возьмем на рассаду. Этот можно Это взять на... старикашка. Вот поменьше, кстати. Там вот парочка хорошая. Вот это действительно Вон шок. там. Потому что мы так еще вот в таких местах мы сморчки не собирали. Вот здесь в иголке вот еще. Боже мой. И посмотри вот кругом. Да. Весь этот ряд. Прям весь- китайская плантация в Беларуси. Да. Что-то невероятное. Там еще. Мы ездили рядом. Вот. Да. Ну, большинов мы берем на рассаду сегодня. Ну, это, Валер, это мы потом пройдем. А посмотри, вот чуть-чуть ниже спустись. Видишь? Вот они где тоже растут. Междурядье. Да, в междурядье. А мы маленькие собирали вдоль дороги. Да, а мы только еще удивились, что такие маленькие только полезли вдоль дороги. И вот они в междурядье. Посмотри, еще впереди. Да, а здесь прям группа. Смотри, какая группа. Ух, как красиво. Красиво, и такую фоточку хочется сделать. Ну, пожалуй, мы здесь надолго застрянем. Работаем. Вот у тебя перед носом. Да, У тебя. это нужно сфотографировать, потому что вот они действительно они пошли как опята по вырубкам. Какая сморчковая весна. Все в маленьких сморчках. Да. Сегодня мы собираем сморчки. Не поверите. Где? Чудо. Иду. Весь гор, вся вырубка сморчка. Да, столько сразу я их никогда еще не видел. Мы в таких местах их столько никогда не находили. Я видел только в фильмах китайских. Здесь уже такие вот гиганты встречаются. Вот они тоже только на рассаду. Ну да. Я не знаю, с чего начать собирать. Ладно, надо работать. Да. Что творится? Что творится? Что творится? Это мы уже перешагнули дальше. Это мы уже идем по
Этой вырубке 2 года. Вот ее перепахали, посадили. Мы заметили сморчки, но решили углубиться. Мы так еще сморчки не собирали. Это не Китай, детка, это Беларусь. Бывает и так. Да. Обалдеть. Так а где ты выложил? Что? Это что-то невероятное. Это мы уже часть отнесли в машину. И вот посмотрите. Это... Ой, и ты наступил почти на сморчок. Пройти негде, да? Да. Господи, какое чудо. Какое чудо. Это невероятное. Но мне уже в моей, пожалуй, корзине места нету. Это мы еще только 2 ряда прошли. Неизвестно... Вот здесь еще, Наташа. Да, я вижу. Неизвестно, как грибница пойдет далеко на центр вырубки. Но пока что мы видим, оно какое-то бесконечное. Бывает и так, видите? Эти крепенькие на фаршировку прекрасно. Ой, передохнуть надо бы. Ну вот, очередная вырубка, край. И смотрите, куда он спрятался. Как он искусно, чтобы его тут и никто не потревожил. Умный? Да. Этот очень, очень умный сморчок, наверное, Даже... вкусно. Да, не знаю, он уже, похоже, перерос маленько. Продолжаем мониторить вырубку. Конечно, мы удивлены, мы только ахаем и ухаем, потому что это очень неожиданно. В таком вот количестве, да. В таком количестве найти и в таком месте. Вот они уже под самыми елками, они уже и посветлее. Вот они там вылазят. Очень внимательно нужно смотреть. И вот дальше. Ой. И под елки заглядываем. И посмотри. Да, вот здесь можно показать целую поляну. И вот весь этот ряд вот этих сучьев сваленных посреди вырубки. И посмотрите, как далеко от дороги. И здесь кругом сморчки. Любят они кору. Это чудеса. А китайцы, видишь, они научили кормить. Да. Это научились кормить очень корой. похожий субстрат, на котором они выращивают сморчки. Да. Раз в таком количестве, это факт. Не можем прийти в себя до сих пор. Как нас сделали сегодня сморчки, как, чему они нас научили, потому что таких довольно свежих вырубок мы видели, много проезжали. Но мы, ну, если не находили на обочине, где лес сваливали, значит, проезжали дальше. А оказывается, Век живи, век учись. надо было чуть-чуть пройти. И если на обочине находится хоть один сморчок, значит, ищи дальше. Ну, это вот такая дорожка сморчков. Мы за ними совершенно не охотимся в этом году. Мы решили, что если они будут нам встречаться, значит, будем собирать. Ну, вот они уже такие не маленькие, откормленные пошли. Строчок гигантский. Не только потому, что он самый большой может вырастать, достигать невиданных размеров, но и потому, что у него самые крупные споры. Желтенькие. Аккуратно. Желтенький и беленький внутри. — 23 апреля. В Беларуси продолжается сморчковая страда. А весенние грибы росли, растут и, видимо, еще будут расти, потому что они хорошо пошли по лесам. Вчера еще был снег, было очень холодно. У меня получился какой-то длительный перерыв на несколько дней. Но Валера за это время умудрялся вокруг своего домика объезжать дорожки окрестные и по 2 сотни сморчков собирать.
Сегодня мы выбрались в лес и опять же поехали недалеко от его дома, то есть мы находимся буквально не далее 10 километров, но у нас уже был другой маршрут. Мы нашли несколько интересных полян по дорогам, которых мы не были в лесу, а потом мы заглянули на одну вырубку. Мы за ней наблюдаем уже, наверное, 4-й год. В прошлом году эту вырубку наконец-то вспахали, посадили, видимо, лес, но сбоку оставалась кора. И вот сморчки на этой коре никак не появлялись. Сегодня мы заметили маленькие, мы обрадовались, значит, приедем через неделю. Но кого наше было удивление, когда мы посмотрели чуть дальше, мы посмотрели на эти горы валежника сваленного. В общем, где-то в течение часа мы набрали более 300 сморчков. Вот кто догадается, сколько у нас сегодня здесь? Такая небольшая пауза, но сосчитать невозможно. Мы сегодня считали специально, перекладывая с корзин. Здесь ровно 628. Сморчковая шапочка по ходу собиралась, и строчки гигантские тоже. Поэтому, пожалуйста, заглядывайте в вот такие места, заглядывайте в лес. Здесь пошли сморчки. И именно около таких вот куч, где еще не взошел посаженный лес, но уже перепахали. Для нас, честно говоря, это удивление. Поэтому подписывайтесь на наш канал. Мы вам еще не про такие чудеса расскажем. Пока! Махай, махай, махай. Вот так, вот так. Где? Кружится. Это сморчки от счастья кружатся или у нас голова от счастья кружится? Одно из двух.